Всем привет, друзья! Я продолжаю обшивать свой будущий кабинет имитацией бруса, и сегодня мне предстоит снимать батарею для того, чтобы обшить эту стену. Но перед этим имитацию бруса нужно будет красить. С момента монтажа имитации бруса на эту стену прошла ровно неделя, и в прошлый раз стыки имитации я замазывал с помощью смеси клея ПВА и опилок. Но, как я и предполагал, данная смесь в некоторых местах легла очень хорошо, и ее осталось только отшлифовать. А там, где у меня были не очень большие стыки досок, и, видимо, в этот стык я смог загнать только клей, а опилки туда не попали, и в итоге, когда клей высох, то там образовалась небольшая щель. Но, в принципе, можно сейчас еще раз пройтись и потом уже, когда это все высохнет, отшлифовать. Но ради эксперимента я купил еще сегодня вот такую шпаклевку по дереву цвета ель, но она такая очень близка к этому оттенку. И ради интереса на стене, которую я сегодня буду монтировать имитацию бруса, стыки досок я обработаю вот этой шпаклевкой. И в итоге мы сравним, какой способ затирки стыков досок лучше всего смотрится. Шпаклевку по дереву я наношу также с помощью того же самого резинового шпателя. И в этом опыт у меня уже есть, когда я шпаклевал стыки гипсокартона в котельной. И ничего сложного здесь нет. Ну что ж, я нанес первый слой шпаклевки по дереву в местах, где у меня стыкуются доски, и на местах, где у меня гвозди, которыми я креплю имитацию бруса к стене. Надеюсь, что первого слоя будет достаточно, но мы уже посмотрим по результату, когда она высохнет. На упаковке написано, что время высыхания шпаклевки 4 часа, и через 4 часа ее можно уже шлифовать. Но пока она сохнет, я буду дальше крепить имитацию бруса на этой стене. Кстати, если вы пользуетесь пневмоинструментом, то его перед работой обязательно нужно смазывать машинным маслом, специальным машинным маслом, буквально 1-2 капли. Этого будет достаточно. Красить имитацию бруса я буду с помощью вот такого вот кроющего антисептика фирмы Aquatex серии Scandi. Если не ошибаюсь, то в данной серии 6 или 8 цветов различных оттенков. В моем случае это цвет Северное море. Вот так вот он выглядит. Мне он очень понравился, так как он и не темный, и не светлый, и такого серо-синего оттенка. Красить имитацию бруса в 1 или в 2 слоя я еще не решил. Посмотрю, как уже будет по результату. Но вот здесь вот у меня 2 образца. На большом образце нанесен 1 слой, а вот на маленьком нанесено 2 слоя. Наносил я их с помощью кисточки, поэтому здесь есть такие небольшие пробелины. Но уже готовую имитацию бруса я буду красить с помощью пульверизатора. Соответственно, данный антисептик на поверхность можно наносить с помощью кисточки, валика, или, как в моем случае, пульверизатор. Чем же хорош данный антисептик? Во-первых, он защищает от плесени, влаги, грибка и от всего плохого, что может происходить с деревом. Также его можно использовать как внутри помещения, так и снаружи. И самое главное, готовую поверхность потом можно мыть. Ну что ж, сейчас я подготовлю доски и буду пробовать красить. Ну что ж, я подготовил все доски, сейчас я их отшлифую и буду красить. Единственное, что потом, когда я все это смонтирую, также заделаю аккуратно швы, наверное, шпаклевкой, потому что я уже сейчас смотрю на более-менее готовый результат, он меня устраивает. И потом аккуратно все это тоже зашкурю и покрою антисептиком. Уже, наверное, кисточкой, чтобы лишний раз с пульверизатором там второй слой не наносить. Я отшлифовал все доски для этой стены. Сейчас надо убрать лишнюю пыль и можно наносить антисептик. Пыль я тоже буду убирать с помощью пульверизатора, но пустого. Он отлично берет пыль. Хорошенько перемешиваем наш антисептик. Здесь у меня банка 2,5 литра. На ней написано, что в 1 слой ее хватит до 30 квадратов.
Здесь те доски, которые мне нужно покрасить, ну, наверное, квадрата 2-3. Но сейчас буду на глаз лить в наш пульверизатор. Кстати, сейчас здесь вычитал, что внутри помещения нашу поверхность можно покрывать в 1 или в 2 слоя, а вот снаружи в 2 или в 3 слоя. И при необходимости антисептик можно разбавить водой, но не более 10% от общей массы. И на банке написано, что срок службы такого покрытия составляет 10 лет. Ну, посмотрим. Надеюсь, что не врут. Цвет, конечно, прям красивый. Антисептик немного густоват. Я думаю, что я сейчас сюда налью чуть-чуть водички. Ну, наверное, вот так вот. Ну что ж, давайте пробовать. Все, я нанес антисептик и теперь жду, когда он высохнет. Как написано на банке, это примерно 4 часа. На данный момент цвет мне нравится, но когда он высохнет, там уже буду принимать окончательное решение, наносить второй слой или нет. Кстати, еще один большой плюс этого антисептика, у него нет никакого запаха. И работать вполне комфортно. И, кстати, он хоть и дает цвет, но оставляет текстуру дерева, что, кстати, тоже очень хорошо. Все, теперь оставляю эти доски сохнуть и продолжу монтировать имитацию бруса на эту стену. Кстати, промыть кисточки или пульверизатор после данного антисептика можно обычной водой. И, кстати, мне не составило это никакого труда. Ну что ж, это уже следующий день, и вчера поздним вечером, когда высох первый слой, я посмотрел и понял, что нужно наносить все-таки второй слой. И сразу его нанес, чтобы сегодня не тратить время на ожидание, пока он высохнет. В итоге получился вот такой вот цвет с нанесением антисептика в 2 слоя, и доски уже можно монтировать. Но, как написано на банке, покрытие приобретает свою прочность в течение 6 суток. В пульверизаторе у меня оставалось немного краски, и я решил ее нанести на эту стену, где у меня уже смонтирована имитация бруса, места, где стыкуются доски, чтобы зашкурить и посмотреть, как себя будет вести антисептик. Все отлично, все шкурится хорошо. В общем, это я сделал для того, чтобы, когда я буду крепить имитацию бруса там, где батарея, я также буду зашкуривать, наносить шпаклевку. И потом уже это все закрашивать, ну, наверное, кисточкой, чтобы было более аккуратно. Кстати, что касательно заделки щелей и стыков досок шпаклевкой, этот вариант мне понравился больше. Вчера вот здесь вот я уже нанес шпаклевку, сегодня я немного зашкурил. И смотрится очень хорошо. Поэтому остальные места, где у меня есть щели, стыки досок и видно гвозди, я буду замазывать шпаклевкой. Стоит она недорого, работать с ней тоже легко, так же, как и, в принципе, с той смесью из клея и опилок. Но результат намного лучше. Ну а я продолжаю монтировать имитацию бруса. Сейчас буду снимать батарею. Ну что ж, вот так вот аккуратно я снял радиатор. Напомню, что систему отопления я не перекрывал, потому что все радиаторы у меня независимые. И если я даже сниму еще несколько, то в других комнатах, то система отопления также будет функционировать. Еще один очень важный момент – это замерить все отверстия подкрепления радиаторов, подкрепления труб, чтобы потом в этих же местах просверлить отверстия в имитации бруса, и чтобы все было на тех же местах. Крепления буду использовать новые, потому что некоторые из них уже потрескались, видимо, при моменте, когда их закручивали, те горе-монтажники, которые делали мне систему отопления, видимо, сильно их зажимали, и они в некоторых местах и в других комнатах тоже уже потрескались. И у этих креплений еще вот эти вот фиксирующие планки также поотваливались на половине, наверное, каждых креплений. Поэтому я купил обычные, без вот таких вот планок, и буду их также крепить, но чаще, чем они мне сделали, потому что в некоторых местах я вижу, что все равно идет прогиб труб.
не сильный, но заметный. Поэтому я буду крепить, наверное, через каждые 50 сантиметров. Они мне крепили через каждые 70. Кстати, когда я заказывал новые клипсы для крепления труб, то я их заказывал через интернет-магазин и не обратил внимания, что они не белые, а серые. И когда уже в магазине их получил, я понял, что возвращать уже, наверное, нет смысла. Но расстроился, думаю, ну ладно, пускай они будут серые, но это будет выделяться. А оказалось, что они идут в тон с краской, точнее с антисептиком, который я покрасил имитацию бруса. И я думаю, что смотреться будет довольно гармонично. В то время, пока делал стяжку и какие-то другие работы здесь, трубы стали такие грязные, поэтому сейчас я их сразу помою, точнее протру. И потом буду крепить уже имитацию бруса. Ну что ж, первая доска встала отлично. Сейчас я ее буду крепить. Я больше всего переживал за то, что она не влезет по толщине в углах. Но нет, все влезло. И даже там осталось несколько миллиметров для того, чтобы трубы расширялись. Но я думаю, что это не критично. И все будет хорошо. Здесь уже стоек нет от деревянного каркаса, поэтому приходится отмечать расстояние для крепления имитации бруса. Все, я смонтировал все 6 рядов до подоконника. Под подоконником у меня оставалось пространство примерно в 3 сантиметра. Я туда вставил планку толщиной 5,5 сантиметров. И закрепить я ее не смог, но я там все пропенил. И я думаю, что она будет держаться. После того, как пена высохнет, я ее обрежу и покрашу кисточкой эту планку. Все, теперь мне осталось закрепить, точнее смонтировать крепежи под трубы, повесить батарею. И вот здесь вот в местах, где довольно сложно будет, после того, как я закреплю батареи и трубы, я сразу прошелся шпаклевкой, вон там видно. Ну и когда она высохнет, я аккуратно шкуркой пройдусь и покрашу кисточкой. А здесь уже позже, потому что здесь уже не так сложно будет. Ну что ж, друзья, все, я повесил батарею, заполнил ее водой и уже включил котел для того, чтобы ее проверить. Вот она только начинает равномерно прогреваться, потому что котел я только недавно включил. Ну, в общем, проблем нет. Здесь мне еще предстоит замазать места, где у меня гвозди, покрасить планку, которую я сделал под подоконником, и зашпаклевать и покрасить места, где у меня стыкуются доски. Но это уже все я буду делать на следующей неделе, так как эти выходные подходят к концу. В итоге вот такой вот получился выпуск. Надеюсь, что он был интересен, а кому-то даже и полезен. И на этом я с вами прощаюсь. С вами был Вадим, проект 22 сотки. Всем до новых встреч!